Ида Скоморохо. Вопрос, будут ли мастер-классы летом и в какое время. Я буду отражать всю информацию на сайте. Сейчас пока не планирую. Мне кажется, просто невозможно планировать сейчас ничего. Елена Пухарева. Насколько нужна голубая ФЦ? Очень не нравится эта краска. Уж очень она ядовитая. В небе используем небесно-голубую, в воде ультрамарин, в тенях или на снегу королевская голубая. Это, например, к слову. Ну, плюс турецкая голубая и всякие оттенки бирюзы. А чем незаменима голубая ФЦ в живописи для вас? Есть некоторые моменты. Мы же работаем не просто конкретными красками, а замесами. Так вот, чтобы получить тот или иной замес, вот, например, не всегда можно ультрамарином и кобальтом справиться с задачей, которая вот перед тобой. Вот я был на Альхоне, но не сделаешь этого. Того, что я сделал с голубой ФЦ. Вот практически без добавок эта краска одна работает и передает вот эту синь озера Байкал. Не получалось у меня другими красками добиться такого результата. Ну а в замесах, конечно, с ней нужно быть осторожным. Согласен, она очень ядовита, и чего уж там, зачем нам яд. И я за то, чтобы, в общем, сдержаннее быть, когда это... А всегда нужно быть сдержаннее в цвете. А в тоне точнее нужно быть. Конечно, не было бы этой ФЦ и зеленой ФЦ, мы бы что-нибудь придумали и обходились бы без них. Но есть моменты, где нужно акцентировать яркий синий цвет. Вы вспомните, например, как Врубель, ну и другие художники ценили кобальт синий. Его тогда очень такая редкая была краска, видимо, дорогая. И он только берег ее, чтобы в некоторых местах ее, как дать, она ж горела там, посмотрите, демона. Ну, я бы не отметал так, прям уж сразу из палитры не убирал ФЦ. Конечно, нужно быть с ней аккуратным. И приоритет сдержанного письма научит аккуратному, ну, такому применению этой краски. Но убирать с палитры я бы не советовал. Может быть, какой-то период просто поработать без нее. Вообще на сдержанной палитре, там 5-6 цветов. Сделайте палитру и поработайте с ними. Может быть, придет тогда быстрее ощущение стилизации цвета, что мы пишем все не в лоб, а по лбу, а как-то из тона вырастают отношения сложных цветов. Если приоритет вот это направление, сложный цвет, тогда, конечно, можно обойтись и без зеленой ФЦ, и без голубой ФЦ. Антон Соин. Здравствуйте, здравствуйте, Антон. Пишу преимущественно море. Захотелось узнать ваше мнение по следующему вопросу. В чем секрет картины Айвазовского? Как достичь таких пастельных тонов, оттенков? Ну, насколько я знаю, он просто вот завороженно наблюдал море. Очень долго смотрел, делал какие-то зарисовки карандашные. И в мастерской уже писал. Я был в Феодосии, в музее Айвазовского, видел живьем. Помню, 400, по-моему, там в собрании было полотен. Я был, ну, просто ребенком, мальчиком еще, я не знаю, может быть, там в 5-6 классе. И на меня произвело это очень сильное впечатление, вот эта мощь, выразительность его работ, несмотря на то, что они все сочиненные, в общем-то. Секрет картин, естественно, всегда в любви к тому. Вот он любил море очень сильно. Отразить быстро меняющееся состояние на море всегда динамичная ситуация, потому что на дню 5 раз, может, да что 5, может быть, там и 20 раз меняться вот так погода. Только солнце, уже дождь, и только нет облаков, и тут же налетели. И быстро нужно работать. Может быть, маленький формат для таких этюдов, для схватывания сиюминутных состояний, быстро меняющихся. Потому что большой, конечно, ты не окучишь этот огород огромный, там, 2-метровый, метровый. А малый формат позволит развиться наблюдательности
И за один день ты, не сходя с места, можешь написать столько работ разных, ну, если динамически все меняется, что все это развивается. Это, во-первых, багаж твой. И всегда можно использовать его в работе над большими произведениями. Значит, первый, на мой взгляд, это любовь, первый секрет. Второй – понимание структуры волны и ощущение пространства. И не только ощущение, а знать, как написать его, как создать воздушную перспективу. Писать море очень тяжело, ну просто очень. Зная структуру волны, конструкцию ее, можно бесконечно экспериментировать и добиваться, конечно, результатов. Ну, просто так вот навскидку, хотя на мастер-классах мы это дело изучаем и пишем море. Ну, и все же, вот навскидку так быстро попытаюсь рассказать. Вот волна, да, ее конструкция. То есть эта часть, вот это, отражает то, что здесь. Мы смотрим, например, на море, а сзади нас горы. Или там зеленая, я не знаю, кипарис. Зеленые кипарисы дают сюда рефлекс. То есть эта часть волны отражает вот эту часть. Эта часть волны отражает то, что там. Это может быть небо, я не знаю, облако, парус. И вот эта простая структура позволяет нам, ну, просто понимание этого дает возможность экспериментировать с тональными связями этого, глади, волны еще барашков набегающие. Барашки тоже отражают эта часть барашков, то, что здесь, то, что там. Поэтому все очень логично. Но это так бегло, очень быстро. Просто мы не просто наблюдаем какие-то бесконечные такие меняющиеся тональные отношения вот этой падающей волны, там, но структурно мыслим. Тогда все логично. Видимый мир – это мир рефлексов, отражений. Все друг на друга влияет. И поэтому с таким подходом, такой подход может помочь смотреть на структуру воды проще, по крайней мере, не заблудиться в бесконечных там вариациях. Я очень люблю работы художников, которые мыслят просто. Там, где есть замысловатость, такая тяжесть от таких работ, а там, где просто все ясно, ну как в жизни, ну чего усложнять то, что просто. Друзья, не поленитесь нажать кнопку «Нравится», если вам действительно нравится то, что здесь происходит. Подписывайтесь на канал, тогда будут к вам приходить уведомления, и вы ничего не пропустите. Ну и заходите в мою онлайн-школу. Там накопилось довольно-таки много уроков, очень полезных для развития мастерства живописного.
В конце ролика будет прямая ссылка на процесс написания работы «Опьяненные морем». Это было 2 года назад. Посмотрите этот сюжет.